Вот, как я обещала, сегодня иду гулять. Решила я прогуляться по центру. Когда-то я здесь снимала неподалеку комнату. И вот решила, думаю, раз уж я в центре, вспомнить молодость, прогуляться по красивым местам. Сейчас хочу заглянуть в те дворики, где я гуляла раньше, когда жила здесь неподалеку. Да, вот если в ту сторону идти, как раз там есть улица 5-я Советская. И как раз там я вот когда-то снимала комнату, жила. Такие приятные воспоминания. Вот иду, и все равно вот такое приятное чувство. Возникает такое чувство приятных воспоминаний. Как было классно. Вот, я думаю, у каждого такое есть, когда вот вы когда-то при хорошем настроении гуляли в каких-то местах и вот прогуливались, и у вас, возможно, с какими-то друзьями, с хорошими людьми там, или в приятных чувствах каких-то. И, конечно, наверняка осталось в душе вот это вот, не знаю, чего-то такого приятного, душевного, от чего хочется, когда прогуливаешься, снова посетить это место, такое какое-то милое воспоминание. Ну, обожаю эти всякие заведения здесь. Сейчас прогуляюсь чуточку дальше, покажу это местечко. Мне всегда нравилось ходить мимо. И, не знаю, я когда узнала историю, мне прям немножко взгрустнулось. Покажу. С правой стороны от меня. Сейчас попробую вам показать другой стороной. Вот он такой красивый. Ну, сейчас, конечно, на закате. Вообще он приятного, красивого розового оттенка. С такими красивыми эффектными розами. И вот сейчас дойду вот до этого края, расскажу вам историю. Вот специально сейчас перешла дорогу, чтобы было издалека видно. За дом угловой. И вот над моей головой сейчас я тоже поближе попытаюсь показать. Думаю, как видно, на самом верху красуется печальный ангелочек этого дома. Вот его грустная история. Когда-то это был доходный дом Бадаева. Когда-то, ведь когда строились доходные дома, они строились не только для людей, чтобы сдавать, а зачастую там и сами хозяева жили в каких-либо определенных комнатах, ну там отдельно пару-тройку комнат, например. Вот. И построен он в стиле модерн, такой интересный, немножко выбивается из соседних, например, красивых, интересных домов. Цвет тут безумно нравится, но сейчас говорю, повторюсь, на закате оттенок, конечно, не такой яркий, очень красиво нежный пыльно-розовый оттенок, и этот печальный ангелочек наверху. Так, шумно, думаю, стоит уйти куда-то в более тихое место. Итак, вот она грустная история, вообще, как бы она, конечно, не подтвержденная, но навевает на мысли, сейчас немножко покажу, что в этом доме жила дочь хозяина, и вот при каких-то обстоятельствах, там, то ли не от неразделенной любви, то ли от, ну, скорее всего, она типа из-за нее. Ну, всегда такие истории, они всегда про любовь. И вот как бы из-за этой неразделенной любви девушка выбросилась из окна, и поэтому в знак как печали о своей дочери и был и остался там вот этот вот ангелочек печальный. Ну, точная информация, конечно, наверное, уже и не найти. Ой, какая красота! Только посмотрите. Точной информации наверняка уже и не найти, но легенда интересная. Ну, не то, что даже интересная, легенда душевная такая. Все же любят, ну, как обычно, я не знаю, мне кажется, это больше к сказке подходит, потому что чаще всего такие легенды, наверное, на каждой второй крепости, на каждой второй там какой-то, на каждом втором доме, на каждой второй крепости везде будет одна и та же история на все времена, трактованная чуточку разными моментами, такими как вот, у нее там была неразделенная любовь, или отец не разрешал выйти замуж. Ну, в общем, какая-то плачевная история, за которой все там красавица скинулась с какой-нибудь скалы или с какого-нибудь балкона. Ну, скорее всего, это просто для красоты было сделано. Но история, конечно, впечатляет. С по Жуковского иду, очень красивые дома. Можно
Люблю очень здесь, раньше любила ходить здесь, прогуливаться. Красиво очень здесь. Сейчас я вам покажу поближе немножко. Уже вечер, правда, но вот все равно освещение какое-никакое еще присутствует. Дома красивые, безусловно. Вот идти по улице и любоваться этой красотой окружающей очень впечатляет. Пройдем сейчас еще до конца и куда-нибудь завернем, наверное, где потише. Ну все, свет уходит. Планирую вот до конца как раз дойти и куда-нибудь в тихое местечко свернуть. И у меня с собой, как у истинного эко-френдли, в термосике есть кофе. И все еще не могу избавиться от привычки брать с собой трубочку. Ну ладно. Это я еще в себе не воспитала. Но я думаю, я уже на пути. Так что попьем кофе где-нибудь в милом местечке с красивым видом. Идем. Ну вот, мне кажется, я нашла красивую улочку, где можно все-таки посидеть и попить кофеек. Сегодня очень прохладно, но хотя о чем я? Здесь всегда прохладно. Ой, обожаю, тихо. Нет слов, люблю, когда меня окружает все красиво. Сейчас найду, где присесть, не хочу никуда заходить. Да, я понимаю, что прохладно. Прикольно все-таки именно прогулки. Люблю вот на улице прогуляться, посидеть, кофе попить именно на улице. Боже, ну какая красота! Ну вы только посмотрите. Смотрите, мое солнышко. Вот про этого малыша я говорю. Он что-то тут заколачивает. А вот он еще один. Ой, ты мой зайчик. Что у него здесь? Он, наверное, рисовал. А это что ли что-то? А этот скульптор. Смотрите, какой хорошенький. Вот это фонарик, я понимаю. А этот что делает? А этот что-то делает. А у этого игрушка в руках. Прикольно. Сейчас покажу вам с другого ракурса. Вот, включила вспышку, чтобы было понятно, потому что солнце уже село и уже темно. Вот он, маленький художник. Красиво как. С кругом пойду покажу. Этот играет. У этого, наверное, в ручках что-то было, наверняка. И этот скульптуру какую-то делает. Потрясающе. Это художественно-промышленная академия Штиглица. Здорово! Надо как-то внутрь будет зайти, посмотреть. Там, как я поняла, очень будет красиво. Нужно выбрать время свободное, как-то сходить. Главное, чтобы было время. Ой, я нашла хорошенькое местечко. Нашла я все-таки миленькие скамеечки. Тут еще и музей рядом. Отлично. Будет причина еще сходить сюда. А то вот так вот живешь, вроде там был и тут был, но все не обойти за раз. Ну что, думаю, тут хорошие скамеечки есть. Можно присесть, кофе попить. Прелестно. Все, мои атрибуты со мной. Оп. Вот такой сегодня влог с элементами мукбанка. Миленькая, спокойная улочка. Все так по-осеннему уютно. Люблю эти прохладные вот вечера. Очень мило, уютно. Люблю такие дворики. Прогуливаться здесь вообще потрясающе. Доедаем печенье, идем гулять дальше. Здесь такое чувство, что все сделано для того, чтобы люди отдыхали. Мое добро. И красивая, милая улочка. Надо как-нибудь днем сюда еще прийти будет.
когда уже совсем листва пожелтеет, мне кажется, здесь очень красиво будет. А вот это уже интересней. О! Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Ах, вот оно что. Ну, тогда придется сдалека тоже посмотреть. Думаю, хоть и темно, но этот ракурс будет получше. Ух ты, прикольно. Какие хорошенькие. Такое, прям как будто в замок попал. Очень эффектно. Прям дракончики эффектные. Ну что, думаю, пора заканчивать свою прогулку. Сегодня прям все-таки застала еще немножко световой день. Вообще обожаю, конечно, прогуливаться в центре. Всегда интересно, всегда красивые здания. Но больше всего нравится именно вот таким вот по задворочкам походить, по тихим уголкам, где действительно и история какая-то хранится. И просто вот полюбоваться, люблю здания, тем более осенью, какая-то особенная атмосфера вот этой вот какой-то прохладной осенней красоты. Думаю, любители вот прогуляться, думаю, меня поймут. На набережной Грибоедова с красивым видом буду заканчивать свой вложик. Спасибо, что прогулялись со мной. Если тоже любите гулять и вам нравятся такие мои прогулочные влоги, ставьте лайк, подписывайтесь. И я буду рада видеть вас в своем новом видео. До новых встреч, пока!